Привет, почтеннейшая публика! Привет, любители самых активных компактных акустических систем! Сегодня я вам предлагаю обзор новинки от компании Edifier модели S3000MK2. В этом видео я расскажу вам о конструкции этой системы, о отличиях ее от прототипов, от предыдущих моделей этой линейки и остального ассортимента Edifier. То есть мы попробуем сформировать резон выпуска этой новой модели на фоне уже имеющейся линейки. Это довольно важно для того, чтобы вы могли более точно выбрать себе модель. Гнаться ли вам за новой моделью, или предыдущая ничем не хуже, или даже чем-то лучше, или может быть дешевле. Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня в этом обзоре. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Давайте-ка вскроем комплект, который я получил от доброй компании Edifier из Европы, и посмотрим, что внутри. Да, кстати, сразу скажу, что она очень тяжелая. Очень тяжелая. Зачем делать такие тяжелые колонки? Надо маленькие делать колонки, чтобы взял, перенес в кулечки несколько сразу. А тут приходится вот такую машину с собой таскать старому нездоровому человеку. Ну да, поехали. Вот мы добрались, собственно, до естества, до сути этой модели. Давайте рассмотрим комплектацию. Многие пользователи спрашивают, тем более их интересует длина шнуров. По-моему, там в описании все это есть. Я далее, когда буду говорить о параметрах этой системы, вам это все детально расскажу. Но пока просто посмотрим первый взгляд, открывая, так сказать, модель. Ну вот паспорт, Quick Start, оптический кабель. Таким вот образом фиксируется, чтобы, видимо, не болтались в коробке кабели RCA на RCA, RCA на мини-джек, USB кабель прозрачный такой, этой самой изоляции, сетевой кабель и сетевой кабель, естественно, потому что обе колонки являются активными. Ах, да, ну и пульт дистанционного управления и две батарейки к нему мы видим. Что же внутри? Вау! Памятуя о том, что колоночки тяжелые, я человек не молодой, я сделал разминку предварительно. Так, попробую их достать. Вообще, на самом деле, нужно было это все перевернуть и снимать коробку вот так. Это я знаю, конечно. Эти прибаутки от парней-грузчиков, которые регулярно с этим сталкиваются, мне знакомы. Однако я не профессионал в этом деле, я профессионал в другом. Итак, вот перед нами одна из колонок. Они обе активные. Но у меня все равно есть основания называть одну из них активной, другую пассивной, по той простой причине, что на одну подается сигнал, а вторая является реципиентом, она принимает сигнал от некой этой, которую я буду называть активной. Ну а какая вот эта именно, я не знаю. Сейчас посмотрим. Начали аккуратно, интересно упаковывать, очень удобно. Вы видели, что я рукой в перчатках запросто за тоненький скотч потянул и снял. В то время как прежде приходилось разрезать этот скотч, из моего опыта. Далее вы посмотрите, какая прелесть. Давайте я камеру ближе поставлю. Далее на меня смотреть нечего, поэтому вместе будем смотреть на эти колонки. Итак, видите, такая лейбочка аккуратная Edifier.com. Да, ее требуется, видимо, разорвать для того, чтобы нарушить целостность упаковки. Не хочу употреблять прямолинейных слов, но вы поняли, что я имел в виду. Очень аккуратная тканевая защитная чехол, пленка, которая позволяет сохранить в целостности поверхность колонки, которая выполнена достаточно круто, то есть отделка сделана очень хорошо. Ну-ка, Васенька, еще 100 грамм.
Вот перед нами одна из колонок. Какая же она? Какая же она пассивная, активная, вторая, первая. Давайте-ка разберем это дело вместе. Вот так, пожалуй, будет удобнее. Давайте рассмотрим эту колонку вблизи. Фронтальная панель, динамика закрыта грилем, защитным грилем. Он и защитная функция, и декоративная функция имеет. Выполнен из пластмассы, из пластика с натянутой акустически прозрачной тканью. Вы видите два динамика. Высокочастотный излучатель планарный, разработанный Edifier с помощью другой известной фирмы, очень высокого качества, то есть это промежуточное звено между купольными динамиками и ленточными, то есть он обладает уникальными некоторыми свойствами, не будем вдаваться в технические подробности, однако параметры не очень умные совсем. Он нагружен на рупор, который формирует дисперсию, направленное звучание этого динамика, этого излучателя в разных направлениях. Низкочастотный динамик с алюминиевым диффузором, тоже уникальная конструкция, тоже разработанная Edifier специально для этой линейки, допустим. По-моему, этот же динамик использовался в предыдущей модели, которая Pro называется, 3000 Pro. Эта связка оправдала себя очень хорошо, и, по-моему, поэтому ее используют в этой модели. Различие между этой моделью и прототипом, назовем его так, предшественником, то есть с 3000 Pro мы рассмотрим, когда будем рассматривать параметры. Также здесь находится приемник лентяйки, пульта дистанционного управления, и также здесь индицируется режим работы колонки, что мы посмотрим, когда ее подключим. Ну и лейбочка Hi-Res говорит о том, что эта колонка способна воспроизводить сигнал с высоким разрешением. Ну, вот эти вот художественные формы корпуса также благоприятствуют солидации, то есть прочности корпуса, понижение частоты резонанса каждой панели, которая зависит от размеров, геометрических размеров этой панели, толщины материала и плотности материала, из которого она сделана. То есть вот эта вот частота звучания при постукивании показывает частоту, на которой эта панель будет звучать, сопровождать звучание этой колонки, поэтому это значение желательно поднять повыше и опустить по уровню пониже. То есть поднять по частоте повыше, а по уровню понизить с помощью распорок, иных средств. То есть это разные способы борьбы с этим. Здесь оно решено таким образом, заодно и носит декоративную функцию, то есть эти приливы на боковых панелях, они позволяют улучшить демпфирующее свойство корпуса этой системы. На задней панели мы видим овальной формы порт-фазоинвертора с типа песочные часы расширяющимся устьем. Это благоприятствует понижению турбулентных шумов, возникающих при движении воздуха в этой самой трубе. То есть задача такая: во-первых, минимизировать размеры этой трубы, а с другой стороны не допустить завихрений, то, что мы слышим в качестве хрипов на низких частотах при работе фазоинвертора, и дабы, если они появятся. Сама панель, приборная панель, панель коммутации и управления утоплена за подлицо. На ней находится регулятор громкости, регулятор тембра высоких частот, регулятор тембра низких частот, сфиксировано средней точкой. Оба регулятора, что я лично очень приветствую, потому что я предпочитаю обычно линейные уровни работы таких акустических систем. Что же касается и кнопки, она, вообще говоря, многофункциональна. То есть нажатием на эту кнопку мы переключаем источники входов этой системы, выбирая таким образом сигнал. То есть это селектор каналов. И об этом важно не забывать. То есть люди иногда говорят, что вот если пульт каким-то образом потерялся или испортился, невозможно не включить систему, не переключить входы. Нет, конечно, можно. Вот этой вот самой кнопкой. У нее есть еще функции, мы будем это обсуждать, когда будем рассматривать режимы работы этой системы. Что касается набора входных интерфейсов этой системы, мы видим пара XLR, это балансные аналоговые входы, пара небалансных входов с помощью сокетов гнезд RCA, USB вход, оптический вход, коаксиальный вход, гнездо для подключения сетевого кабеля, включатель питания. Все, больше ничего нет. Вот еще pair, это
индикатор спаривания с второй колонкой, назовем ее пассивной, потому что на эту колонку подается сигнал, на ту колонку сигнал подается по беспроводному интерфейсу от этой системы. Такие дела, дорогие друзья. Теперь рассмотрим колонку, которую я называю пассивной. У нее фронтальная панель такая же точно, как и у первой колонки, которую мы рассмотрели, только нет вот этой индикации на передней панели, поэтому гриля снимать не буду и повторяться тоже. Давайте рассмотрим заднюю сторону, заднюю панель этой колоночки. Также овальный порт. Приборная панель утоплена также заподлицо металлическая. А вот органа управления коммутации на ней нет. Колонка подключается беспроводным способом. И индикатор об этом PR здесь есть, и индикатор включения питания тоже здесь есть. Чего не было, например, на той колонке. Этим они отличаются. Давайте посмотрим, как они включаются, эти колонки. Что ж, давайте посмотрим, что на эту модель заявлено на сайте Edifier. Вот она перед вами. Красивая картинка, не правда ли? Написано, что это премиальная 2.0 стереосистема, то есть лучшая. И описывается, что общая мощность у него 256 Вт, использованы басовые динамики 6,5 дюймов с алюминиевой диафрагмой и алюминиевой корзиной. Имеется XMOS процессор 216, который обеспечивает разрешение звука 24 бита 192 кГц. Ну, два, понятно, динамика, связанная по беспроводному интерфейсу частотой 5,8 ГГц. То есть это не Bluetooth, дорогие друзья. Колонки связаны между собой не Bluetooth. High Resolution аудио, сертифицированная Quadcom и aptX HD поддерживается. Bluetooth версия 5.0. Имеются балансные входы, оптические, коаксиальные, линейные и USB входы. Имеются пресеты аудиоэффектов. Легкий контроль с помощью кнопок, регуляторов и пульта дистанционного управления. А также, кстати, Edifier Kone X мобильного приложения, о нем чуть позже. Цвет выпускается коричневый. Вот здесь видны картинки этой системы разноплановые. Кому интересно, может полюбоваться. Здесь красочно описано особенности устройства этой акустической системы, в частности, что архитектура ее базируется на беспроводном соединении двух колонок между собой. Опять перечисляются динамики, которые использованы. Ultra High-End процессор от Texas Instruments. Это действительно важно, потому что эта фирма является абсолютным лидером среди этих процессоров, и применение оригинальных американских процессоров от Texas Instruments гарантирует бесперебойную работу этой акустической системы. Впрочем, как и многих других от Edifier, по-моему, они все используют, во всех моделях используется продукция этой почтенной фирмы. Частотный диапазон заявлен как от 38 Гц до 40 кГц. С соотношением сигнал-шум более 85 дБ, взвешенный по кривой А. Используем процессор 216, мы уже об этом говорили. Аналоговый сигнал декодируется по формуле 24 бита 96 кГц. Тут перечислены детально режимы работы при разных условиях эксплуатации. Здесь вот тоже видно, что на USB имеется вот такое частотное разрешение, поддерживается, по оптике такое и по коаксиалу такое. Это очень важно, потому что некоторые пользователи не очень понимают, чего касается цифры, указанная, например, вот здесь, 192 кГц, 24 бита. Вот, например, внутренний аудиоинтерфейс по аналоговому подключению поддерживается только 24 бита 96 кГц. Но это больше, чем достаточно для обработки аналогового сигнала для такой акустической системы. Здесь тоже описываются некоторые детали работы. Опять подчеркивается о том, что aptX HD, кстати, можно посмотреть на сайте aptX, появилась ли там эта модель, надеюсь, что да. Легкий контроль с помощью кнопочного управления и пульта дистанционного управления. Работает с Edifier Kone X Application, то есть приложением. Что оно позволяет? Оно позволяет осуществлять контроль звучания, переключать звуковые эффекты и кастомизировать их, то есть под себя подстраивать, и содержит, видимо, какую-то поддержку
а-ля мануал. Даже с проигрывателем прям винила, надо и себе будет попробовать, как он звучит с проигрывателем винила. Благо их у меня есть. Красиво. Тоже красиво. Вот спецификация. Итак, как говорили, общая мощность 256 Вт, что нетрудно сосчитать, 2 по 120 на басовой динамике и 2 по 8 Вт на динамике пищалки, на высокочастотной динамике. Соотношение сигнал-шум, мы об этом говорили. Чувствительность по входам, видите, перед вами. Можно будет легко выбрать себе вход по желанию. Использованные излучатели пищалки, то есть высокочастотной динамики размером 107 мм а-ля квадрат и среднечастотной динамики 6,5 дюймов. Аудиовходы перечислены, вы видите это перед вами, размеры тоже перед вами, кому надо, вес 20 кг. Да, тяжелая система. Версия Bluetooth 5.0, частотный диапазон 38-40-40 кГц. Это очень приличный частотный диапазон. Что еще я хотел сказать? Раз уж мы здесь на сайте, давайте посмотрим этот сайт Edifier, как вы видите, edifier.com. Это единственный нормальный официальный сайт Edifier, на котором можно брать информацию, за которую компания Edifier несет ответственность. Так вот, имеется сайт Edifier, вы видите внизу вот здесь вот высвечивается ссылка. Сайт AirPulse другой, тоже видите ссылку, да, внизу слева. Сайт Stax, наушников Stax, коих я представлял в Украине лет 10 назад, тоже другой. Это японская вообще фирма. И эту фирму я вообще не знаю, но это, видимо, тоже новый какой-то партнер этой компании Edifier. Также здесь на сайте можно посмотреть о поддержке, узнать о поддержке продукта, найти регионального, например, дистрибьютора. Скажу я вам следующую вещь, что бы я хотел отметить, потому что у меня это часто спрашивают. То, где реально представляет, а не перекупщик, с которым дело иметь бы не хотелось. Так вот, здесь на карте вы можете найти, где вы живете, например, во Вьетнаме. Нету здесь ничего, скорее всего. Нет, в Ханое даже 2 точки. Видите, как удобно. Очень хорошо. В Китае, понятно, очень много. Это родина Edifier. Даже в Монголии есть в Улан-Баторе. Вот. А вот в известной нам стране террористе нету. В чем, собственно, несложно убедиться, если пролистать здесь, выбрать Европу, выбрать страну. И не найти. Зато есть какой-то Узбекистан, почему-то очень на севере. Я вот это смотрел, тоже меня это умиляло, просто удивляло. Вот это у нас Узбекистан. Возможно, он обеспечивает поддержку на других территориях тоже. Такие дела, дорогие друзья. Давайте вернемся к рассмотрению этой системы. Как и обещал, давайте рассмотрим комплектацию. Перед вами вид коробки транспортной, содержимое всего, что в ней находится с количественным составом. Длина кабелей не столь актуальна, по-моему, на сей раз. Сигнальные кабели стандартной длины, а между колонками нет кабельного соединения, поэтому это вообще не актуально. Вот вес коробки, размеры вы видите на экране. Далее очень важный вопрос, который, собственно, больше всего интересует многих пользователей, это отличие модели МК2 от предыдущей, от S3000 Pro. Вот перед вами, собственно, сводная таблица этих отличий. Из них следует, что, во-первых, произведено обновление приемника Bluetooth до Quadcom 3031 и поддержка кодека Quadcom 5X HD. А второе – это обновление двухдиапазонного фирменного передатчика 5,8 ГГц и 5,2 ГГц между левым и правым колонками с более стабильным соединением и синхронизацией звука в реальном времени. То есть более усовершенствованный механизм, другими словами, беспроводной связи между колонками. Третье – поддержка мобильного приложения Edifier Kona X с более удобными функциями. И это, собственно, все отличия. Но я думаю, внесены какие-то менее существенные изменения, которые мало касаются пользователя в конструкцию, в схему, не знаю, в технологии примененные.
Далее давайте я предлагаю сравнить или могу вам показать сравнение места модели Edifier S3000MK2 в линейке моделей серии S от Edifier. То есть вот предыдущая модель S3000 Pro, вот S2000MK3 и, собственно, S1000MK2. Вы видите цены, видимо, это рекомендованная цена. Компания Edifier, примененные кодеки Bluetooth, использованные динамики с мощностью соединения, то есть подключения, то есть коммутация, возможности коммутации, входное питание, понятно, и пульты дистанционного управления. Собственно говоря, различия между этими моделями я вам уже сказал, поэтому, в общем, оно не столь существенно. Ну и Sense, и им Sense, и нам Sense, что мы это все смотрим. Я сделал кое-какие измерения этой системы в своей несовершенной для измерений комнате, просто для того, чтобы показать различия. Например, предлагаю посмотреть работу пресетов, которые используются в работе этой модели. С пульта можно вызывать тот или иной пресет. Вот они перед вами. Пресет Classic, пресет Dynamic, пресет Monitor. Можно было бы ожидать, что он самый ровный, но вот я вижу некоторый завал. И в пресете Classic, по-моему, это более ровная АЧХ получается, и вокал. Что хочу сказать, все эти кривые, все эти АЧХ, которые я снял, они очень неправильные и неровные. Но я вам показываю различия между пресетами, а не линейность АЧХ. Впрочем, по этой линейности и то можно судить, что она довольно линейная. Это же еще как посмотреть. Можно вот так вот посмотреть, оно будет выглядеть лучше. Памятуя, что я никак не мог избавиться от всяких переотражений в комнате, то можно себе представить, что АЧХ на самом деле представляет собой довольно ровную линию. Причем это от 40 Гц, причем это без учета работы фазоинвертора, который направлен назад и, в общем, в этом измерении участие не принимал. Итак, еще раз я расширю диапазон демонстрации графика для того, чтобы вы могли лучше рассмотреть. Кому-то может оказаться это интересным, как работают пресеты. Вот, пожалуйста, они для вас. С другой стороны, давайте я вам покажу еще, хотел вам показать работу регулятора, например, низких частот. Регуляторов тембров. Это минимальное и максимальное положение регулятора тембров. Соответственно, это бас на максимуме, это бас на минимуме. Различия я бы оценил в 12 дБ примерно. Также могу показать вам с гордостью по высоким частотам регулировки. Тут тоже я бы оценил это в 10-12 дБ. Различие где-то от 2,5 кГц начинается это управление. Вот такие дела, дорогие друзья. Об этом меня люди просили. Я с удовольствием вам это демонстрирую. Что еще интересует наших пользователей, так это работа пульта дистанционного управления, которым комплектуется эта модель акустической системы. Пульт изящный, удобный, легкий, полностью функциональный, то есть имеется в виду, что с него можно включить и выключить систему, управлять звучанием, переключать пресеты, выбрать вход, а также управлять плеером, ежели он управляется при работе выбранного вами интерфейса. Вот, я больше не хотел бы возвращаться к этому вопросу. Колонки спариваются по беспроводному интерфейсу между собой автоматически при включении питания на обеих колонках. Это устанавливается на заводе. Но если вдруг у вас слетела эта установка, то вы сможете восстановить сами. В мануале есть подробная инструкция, как это делать. Что еще? Еще люди говорили, что есть какая-то задержка при просмотре фильмов звука на некоторых колонках с вот таким беспроводным соединением. Для этого, чтобы проверить, как с этими колонками дело обстоит, я сейчас запишу прямо здесь синхрон, который тут же вам продемонстрирую чуть позже. И мы вместе с вами убедимся и сможем решить, есть задержка по подключению по аналогу, сейчас они включены, или этой задержки нет. Прошу.
Вот так. Итак, друзья, я записал это видео, залил его на компьютер. Сейчас подключил эти колонки по аналогу. Вот Line-in, выбран вход, подключен к моей звуковой карте. Я включу воспроизведение, и вы на экране сейчас увидите, насколько синхронно работает хлопок с звуком, который доносится из этих колонок. Прошу. Такие дела. На мой взгляд, если задержка какая-то есть, то она будет существовать и с этими колонками. Кстати, давайте то же самое проверим, если я сейчас переключу звук на телевизор. Просто на телевизор. Как по мне, то одинаково. Я не собираюсь ловить каких-то микроотличий в этой задержке. Это чепуха, потому что на таких частотах, на которых коммуницируют между собой эти две колонки, то есть 5,8 ГГц, можно уже как-то избежать этой задержки в любом случае. По Bluetooth, ну я могу проверить еще по Bluetooth, будет ли задержка, но это совсем уже aptX HD задействовано в этой системе, и оно, собственно, и славно тем, что у него минимальный latency, то есть задержка. Подводя итоги, что я могу сказать? Я не знаю, не стоит 799, 800 евро, по-моему, там было написано. Это как бы немало. Люди говорят, что проще купить Hi-Fi комплект пассивного оборудования, раздельных компонентов. Конечно, раздельные компоненты имеют какие-то преимущества, их можно апгрейдить независимо друг от друга, их можно подбирать независимо друг от друга, но при этом вы не в состоянии будете отследить совместимость этих компонентов. Здесь же все подобрано идеально, вылизан каждый блок, каждый нюанс, каждая примененная технология сделана по месту. Рынок не допускает слабинки в этом плане, вы поймите. То есть заявить о том, что в этих или других колонках нет чего-то или что-то не так, это очень наивно, потому что над ними работали реально лучшие профессионалы. Тут как-то написали в комментариях, что JBL, по-моему, сравнили, это Harman, работают лучшие в мире инженеры, а здесь нет. Я вам скажу, что на компанию Difar тоже работают те же самые, в общем-то, инженеры. То есть много людей, известных и менее известных, которые которые делают бизнес, рулят этой индустрией, скажем так. Может, я сумбурно это все излагаю, это почему-то вдруг просто вспомнил, что человек пытался уничижительно отозваться о мультимедии, в отличие от хай-файных брендов каких-то, допустим. Это наивно об этом думать. Объемы продаж у этих самых эдифайеров, я думаю, во много раз превышают объемы продаж фирм, которые выпускают домашние компонентно-акустические системы. В основном за счет доступности, конечно, потому что опорные модели, которые формируют бизнес, они значительно дешевле этой модели. Это топ. Этот топ, он признан, чтобы показать возможности компании, возможности современных технологий и победить конкурентов. То есть можно сравнивать их с какими-то топами конкурирующих фирм. Не буду их называть, я их сам, честно говоря, не очень хорошо знаю. А низовые, которые стоят 80 евро, 120 евро, 300 даже, пускай евро, хотя это уже реже, они базируются на достижениях, которые были отработаны на этих моделях. Деньги, которые вкладываются в разработку, в исследования, колоссальные.
все эти безэховые камеры, все эти комплексы Клиппеля, еще какие-то аппаратные и интеллектуальные средства, которые привлекаются для разработки маленьких систем, они, пожалуй, могут превышать средства и ресурсы, которые вкладываются в разработку систем, которые вы называете серьезными. Я называю серьезными, мы называем серьезными. По той причине, что в огромной акустической системе с практически неограниченным бюджетом и возможностями много ума не надо сделать высокое качество звучания. А вы попробуйте его достичь даже не в этой, а вдвое меньшей корпусе. Это много сложнее, и это требует каких-то усилий. Я не знаю, для чего я это говорю, это же не реклама, как бы, то есть это топ, я уже сказал. Это, видимо, высшее достижение, которое эдики себе сейчас могут позволить в этом жанре. То есть акустических систем около 15 литров, предположим, на 6,5-дюймовом динамике двухполосок с бямпингом. Что еще можно сделать? Можно идти по улучшению излучателей. Но это угоняет цены в какие-то непроходимые дебри с неочевидным приростом качества. Или дробить, делегировать задачу среднечастотному динамику. Ну вот Edifier это делают в своей линейке R. Там где вот эти R2850, 2750, вот эти вот колоночки. Там динамики много дешевле используются, вообще на порядок дешевле, но их 3, а здесь 2. То есть басовый динамик, кстати, бас у него довольно сочный и вкусный, мне понравился, несмотря на умеренный габарит. Я недавно закончил там 3 сезона видео о том, как я себе любимому собирал колонки. Ну, я разработчик акустических систем профессиональный, то есть это моя работа, как бы, но я просто для себя делал какую-то такую вот конфетку. Начал с 6,5 дюймов, одних из лучших в мире динамиков фирмы SIS. И не могу сказать, что то, что я сделал, оно сильно прям как-то отличается от вот этих. Ну там, правда, я в 3 полосы это все упаковывал, здесь 2 полосы. То есть по басам этому динамику приходится отрабатывать самый низкий диапазон, который определяет базис звучания такое. Ну, вот. Сочность, мид-бас, все такое. И вплоть до самых высоких регистров среднечастотного диапазона, там, где он передает звучание твиттеру, а здесь он планарный, кстати, тоже как бы непростой, не самый простой, скажем так. И действительно он разработан с участием известной фирмы, я не знаю, почему они здесь не пишут на сайте, поэтому я тоже об этом не заикаюсь. Ну вот, но будь это без Edifier, название той фирмы, вам бы это понравилось, видимо, значительно больше. Это плацебо такое, знаете. Итак, еще раз, нет разницы между производителями, есть разница, нравится, не нравится то или иное решение. И уместно ли оно в вашем случае. То есть, если вы ищете акустическую систему небольших габаритов, это одно. Если, как я вот начал я с 12 литров, вот того 6,5-дюймового динамика, а сейчас у меня, слава богу, уже 28 литров, уже 10-дюймовый динамик. Ну, это можно посмотреть в моих 3 сезонах, которые я вот публиковал перед этой серией видео. То есть, понимаете, как хотелка, она исходит из возможностей. Появилась возможность поставить больше ящик, значит, вы смотрите вообще в другой фирме, в других магазинах, ищете изделия, которые соответствуют вашим критериям. И если вы, допустим, будете рассматривать решение в 6,5 дюйма вот в таком вот габарите, и цена 800 евро вас устроит каким-то образом, и вы будете выбирать, например, купить ли вам отдельный усилитель стерео и пару пассивных колонок, кабели к ним, чтобы управление вас устраивало, чтобы там были все эти блютусы, шмутусы, регулировки, вот эти вот пресеты, я не знаю, которыми я, кстати, не пользуюсь. Не факт, что вы не вернетесь к этому решению. Чем он отличается от предыдущей модели 3000 Pro, я вам показал чуть раньше. Кардинальны ли это изменения? На первый взгляд, кому-то, если вдруг он не может жить без управления с телефона, то это будет, фишечка будет интересной, допустим.
Все остальное носит характер такой скрытый, неявный, но, однако, он движет модель вперед. И в любом случае, если бы мне было предложено из этих двух моделей выбирать, я бы выбрал, конечно, более свежую модель, потому что она более свежая, она более продвинутая, в ней учтены какие-то ошибки предыдущей модели. И, короче, я выбрал ее. Но это вовсе не говорит о том, что предыдущая хуже, еще раз. То есть, глядя из космоса по звуку, например, подключив по аналогу или по оптике, неважно как, кабель, подав сигнал на эти колонки, вы вряд ли различите ту и эту модель, 100% не различите. Но в нюансах, в каких-то деталях они имеют какие-то различия. Этим я могу объяснить появление вообще этой модели, почему им не спалось вроде бы. Взяли, учудили еще одну модель. Вот это такое движение вперед. Если раньше эти движения были семимильными шагами, то есть там в 2000 году, вот в сравнении с 2001 году, в сравнении с 2000 годом, модельный ряд мог кардинально измениться. Там могли появиться какие-то фенечки, там, не знаю, цифровой вход. Ну, я не помню, точно это не так важно. И там росли габариты, росли применяемые материалы в диффузорах, например, вообще космос. То есть космические технологии реально используются при создании диффузоров вот таких вот маленьких, не таких за 800 евро, а за 30 евро систем. Там уже вот эти вот конексы всякие, не помню, как они называются, вот это, неодимовые магниты применяются и все такое. Тогда этого не было, и тогда это было очевидно и заметно, ну, по крайней мере, не всем, но те, кто интересуется. А здесь этот прирост может быть не столь очевиден. Но, тем не менее, это прогресс. Так, степ-бай-степ, по чуть-чуть, и мы придем к абсолютному звуку, который будет исходить из идеального излучателя, точечного, с бесконечным диапазоном частот, с бесконечной громкостью и динамическим диапазоном. Такие дела, дорогие друзья. Был рад обозреть эту модель, меня об этом просили, я попросил представительство Edifier в Европе, мне вот прислали эти образцы, за что я им низкий поклон благодарен. Спасибо большое и auf Wiedersehen.